Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня уделим внимание порче и поговорим о том, что же делать, если у вас есть подозрение на порчу. Итак, первая помощь себе и близким людям. Обязательно досмотрите это видео до конца. Много важной и нужной информации для каждого человека. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной информации. Но для начала в обязательном порядке убедитесь, что в вашем доме исправны газовая плита и дымоход. И обязательно проконсультируйтесь с вашим семейным врачом. И в случае, если у вас в доме оборудование исправно, а анализы в норме, то в этом случае переходите к поиску предмета, который могли подкинуть в ваш дом тайные недоброжелатели. Если, несмотря на самые тщательные поиски, вещь, с помощью которой навели порчу, не обнаружена, то в таком случае обратите свое внимание на порог и земельный участок, если вы живете в частном доме. А если вы живете именно в квартире, то обязательно обратите внимание на дверь с наружной стороны и коврик у входа. Потому что часто именно под него и кладется порча, если ваш враг или недоброжелатель не может зайти в ваш дом. Помните, что во время поисков на руках обязательно должны быть резиновые плотные перчатки. Если вы заметили, что коврик у входной двери время от времени становится мокрым, при этом без какого вашего вмешательства во время уборки, значит, враг льет на него так называемую мертвую воду, ту, которой обмывали покойника. И это очень темная магия. И направлена она на то, чтобы привести живущего в квартире человека или людей к смерти. К счастью, если вы вовремя заподозрите неладное, то вы можете полностью нейтрализовать порчу на смерть. И с этим вы можете вполне справитесь сами. Прежде всего, руками в перчатках сложите коврик в пакет из плотной бумаги и обязательно завяжите веревкой. После упакуйте в полиэтиленовый пакет. Ваш коврик вам придется выбросить. Вместе с ним и тряпку, которой вы вымоете пол перед входной дверью обязательно соленой водой, и перчатками, в которых вы это будете делать. А вот коврик, оскверненный порчей, следует закопать на перекрестке дорог или любых тропинок со словами «Вернись к тому, кто прислал». Не бойтесь взять на себя грех, это не убьет того злого человека, который пытался навредить вам. Только заставит страдать, пока вы его мысленно не простите. Конечно же, бывает и так, что коврик у двери на первый взгляд ничем не привлекает внимания. Но порчу, так называемый подклад, положили под него, поэтому обязательно проверьте. И вы там можете обнаружить и перья, и шерсть, и нитки, даже гвозди или маленькую иголочку. А также можно и землю обнаружить, или мелкие какие-то камушки. Будьте уверены, это она, порча с подкладом. Избавиться от нее нужно так же, как мы сказали ранее. Пакуем в бумажный пакет и обязательно закапываем в землю. Конечно же, в частном доме, к сожалению, у ваших врагов гораздо больше возможностей навредить вам. Чаще всего такой подклад прячут под крыльцом или в бане, и он может пролежать там ненайденным десятки лет, отравляя жизнь владельцу дома и его семье. Поэтому будьте осторожны и внимательны к мелочам.
Часто порчу наводят на участок вокруг дома, используя для этого залом. Не будем сегодня рассказывать подробности наведения этого древнейшего вида порчи. Это черная магия в самом худшем виде. Но если вы увидите на участке растения, которые завязаны в узел, ни в коем случае не касайтесь их руками. Уберите их с помощью любого сельскохозяйственного инвентаря и сожгите за границами вашего участка. Когда залом загорится, знаете, ваш тайный враг почувствует себя сразу нехорошо. Возможно, даже прибежит с претензиями. В этом случае вы должны молча дожечь порчу, не вступая в разговор, и уйти к себе, сказав: «Все твое на тебя». Лопату или сапку ничем обрабатывать потом не нужно. Железо не накапливает никаких злых чар. Бывает и так, что порча наведена не на всю семью, а на конкретного человека. И это может быть и проклятие, например, которое сказанное вслед. Если вы, проходя на улице, услышали неразборчивое тихое бормотание, исходящее от прохожего, обезопасьте себя. Произнесите всю ту же простую, но мощную по воздействию формулу «Все твое на тебя». Также, если вам кто-то звонит и молчит, тоже говорите эту фразу «Все твое на тебя». Ее универсальность в том, что она как зеркало отбивает любые попытки нанести вред с помощью черной магии, возвращая вот этот злонамеренный посыл к тому, кто его на вас направил. А безобидному уличному бормотуну о чем-то своем она вреда не нанесет. Научите этой формуле своих близких, и это не раз вам пригодится. Нередко люди сами находят порчу, поднимая с земли предмет. Это может быть и монетка, и шпилька. Даже бывает красивая какая-то дорогая сережка или заколка, ключик, пуговица, яркая лента. И порча здесь может таиться в чем угодно. Часто недобросовестные маги с помощью этих предметов освобождают кого-то от порчи или проклятия, передавая негативную энергию первому встречному, кто прикоснется к лежащей, как бы оброненной вещичке. Поэтому заведите привычку не брать то, чего сами не положили. Так вы сохраните свое здоровье, благополучие, деньги, а возможно и жизнь. Если уж так случилось, что случайно найденный предмет был взят в руки, постарайтесь как можно быстрее обезопасить себя. Если в течение часа вы успеете погрузить руки в каменную пищевую соль, считайте, что вы легко отделались. Возможно, в этот вечер немного поболит голова, но вскоре все это пройдет. Но бывает, что вы нашли, к примеру, какую-то драгоценность, и вам жалко с нею расставаться. В первую очередь постарайтесь отыскать владельца такого предмета. Поверьте, если хозяйка колечка или сережки где-то оплакивает потерю любимого украшения, вас оно точно не сделает счастливей. Лучше верните его. Но если поиски владелицы не дали результата, положите предмет на сутки в баночку с той же поваренной солью и можете пользоваться им как своим. Но помните, легче уберечь себя от порчи, чем стараться избавиться от ее последствий. Будьте добрее и внимательнее к окружающим. Пожалуйста, не старайтесь никогда, насколько это возможно, не конфликтуйте с соседями и коллегами по работе, и все у вас будет хорошо. Будьте благополучны и счастливы. Мы надеемся, эта важная информация поможет многим людям обойти порчу и все то, что с ней связано. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя.
Друзья, прямо сейчас вы на экране видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео. Обязательно нажимайте то, которое вам интуитивно больше понравилось. Там много полезной, важной и нужной информации для каждого человека. Приятного просмотра!